Здравия, дорогие друзья! С вами Николай Субботин и канал Протоистория. И мы с вами продолжаем полюбившийся многим сериал «О чем говорят мужчины». И сегодня над нами летают самолеты. Но это не главное, потому что сегодня на фазенде нашего друга Александра Воронцова собралась наша творческая группа, и мы поговорим о многих интересных вещах. Вячеслав, о чем мы сегодня поговорим? Ну, во-первых, здравствуйте. Всех приветствую, и кто будет смотреть. Здравия, благоразумия и интереса, главное, в жизни, чтобы вы проявляли интерес к тому, что творится в нашем мире огромное количество непознанного, таинственного и загадочного. И то, что сокрыто в аналах древней истории. Ну, а сегодня мы собрались в основном исследователи, которые начинали еще в далекие 80-е годы исследовать уфологию, аномальные зоны, полтергейсты, привидения, криптозоологические какие-то феномены. В общем, все не обошло нашего внимания, все эти темы. И сегодня в этом сериале, который снимает Николай Субботин, продолжение «О чем говорят мужчины», мы будем вспоминать, как говорится, наши былые экспедиции, где мы исследовали то, чего, скажем так, мало кто знал в то время. Сейчас это немножко уже на слуху, потому что интернет все-таки нас оповещает об этом, что было таинственного. Ну вот мы расскажем некие фрагменты или какие-то нюансы, о которых мало кто знал. И это будет интересно тем, что, как говорят, дьявол кроется в мелочах. Не в общей, а именно в каких-то таких нюансах, во фрагментах, в то, что создает вот эту полную картину происходящего или происходившего в тех местах, где были наши экспедиции. Игорь, есть ли у вас что сказать? Наш самый популярный вместе с Вячеславом эксперт на самых разных программах РЕН-ТВ. Кстати, вопросик такой. Что случилось с самыми шокирующими гипотезами? Нет, ну самые шокирующие гипотезы Игоря Станиславовича Прокопенко, они идут. Просто сейчас немножко информационная политика сместилась, потому что у нас сейчас идет СВО, поэтому я могу так сказать, тематика продакшена и канала именно вот этой передачи «Самые шокирующие гипотезы» сменилась повестка информационная. Сейчас больше о войне, там, о военных действиях и нашей армии, СВО. И, скажем, это немножко не наша стезя, где мы вот расследования наши проводили и рассказывали о наших экспедициях и исследованиях. Поэтому сейчас есть другие альтернативные передачи, такие как Анна Чапман, они вот, например, еще вот свою линию вот эту информационную держат по аномалиям, по тайнам, по каким-то загадочным явлениям. Да. А так и телеканал РЕН-ТВ, в принципе, вот он также вещает, но сейчас расширилась география. Есть канал 360, где идут архивные записи, то, что писались на формате, то есть в продакшене, вот, где снимались самые шокирующие гипотезы. Поэтому я могу так сказать, что на канале «Звезда» что-то выходило, на канале 360 тоже выходят. Ну, а РЕН-ТВ как бы тоже еще проводит свою вот эту информационную политику по аномалиям, только какие-то вот другие передачи. Игорь, наверное, отслеживали интерес к тому, что мы делаем, о чем говорят мужчины. У нас уже около 20 выпусков вышло. Тебе самому интересно вот участвовать в такой программе? Ну, естественно, интересно, потому что все-таки темы озвучиваются такие, которые интересны многим. И мы рассказываем какие-то эпизоды, то есть вот с чем это было связано, какие-то тайны раскрывать пытаемся. И, в общем-то, я думаю, что людям это интересно смотреть, особенно в такой непринужденной обстановке, когда вот друзья собираемся и говорим о том, что накипело, о том, что нас ждет, о том, что было. И я думаю, что это все
несет определенную информационную такую нагрузку, которая интересна многим, поэтому мы это и снимаем. Сегодня вот хороший день, такой весенний, солнечный, апрельский денек, когда мы можем поговорить об этом. Вот гостеприимный Саша нас пригласил для этой как говорится, для этих тем. Сейчас вот мы завариваем по старинке на угольный самовар, будем пить чай с черной смородиной, вот листики как раз только появились такие, которые ароматные. И об этом поговорим, поэтому готовьтесь, я думаю, что на несколько серий это будет все разбито. И какие-то интересные темы мы сегодня затронем. Ну и как вы обратили внимание, у нас тут еще мангал растапливается. У нас немножко будет, немножко еще кулинарной части, как мы хотели сделать традицию в каждой серии. И вот как раз в самом первом выпуске, когда нас в гостях приглашал, и мы снимали у Игоря Соколова, мы там тоже немножко покулинарничали. Но сегодня будет попроще. Сегодня будут у нас шашлычки и шпигачики. Да. И я бы еще хотел сказать, что Игорь у нас является руководителем кулинарного отдела истоков цивилизации. То есть он как главный повар всех экспедиций. Да, кстати, не забывайте, заглядывайте в описание, закрепленный комментарий, там будут ссылочки на все наши интересные, в том числе и кулинарно-исторические ресурсы. Да. Игорь, вот он, так сказать, готовит безумно вкусные блюда из мяса, салаты, гречку по особому рецепту. Поэтому, скажем так, если у кого-то возникнут вопросы, как в походных условиях приготовить очень вкусные, питательные, может быть, даже из простых продуктов блюда, вот можно обратиться к Игорю Соколову, он вам может... Из подножных продуктов, что называется, при этом выжить. Да, можно приготовить вкусняшку, так скажем. Да, кстати, над нами постоянно самолеты летают, потому что мы находимся в районе Чкаловского аэродрома, да. Рассекретили нашу локацию. Александр, вот он там разжигает. Пару слов, что у нас сегодня будет происходить? Доброго здоровья всем. Очень рад, что мы открываем такими маленькими посиделками апрельскими на День космонавтики исследовательский сезон 2024 года или 7532 лета. И надеюсь, он будет очень интересный, потому что много того, что мы узнали сами и из комментариев, и из коллег-исследователей, и книг. В этом году хотелось бы посетить что-то из этого, да, посмотреть, может быть, показать зрителю тоже, если самим это будет интересно и окажется, что подтверждения найдутся. Очень вкусно. Тот самый цвет, тот самый вкус. Да. И когда вот посмотрим поджаренный хлебушек вот на фоне, все, кто увидит подобное произведение искусства, у всех сразу потекут слюньки, начнется, скажем, такой пищеварительный инстинкт срабатывать. К нам уже пришел пищеварительный инстинкт. Да. Уже, да, скажи, Запах вот, уже чует. скажи, вкусняшку тут делают какую-то? Да. Эти кошки как индикаторы, они плохого есть не будут. Ой, ты молодец какой, позируешь, да? Ты красавец, Да, красивая собака. Вот они какие эти нежности собачьи. Вот так вот, да. Ой, лапа какая. Хозяин любимый пришел. Никакой собака. Все. Это для уток на Клязьму
домик, чтобы Утиный яички несли. Дикие, не домашние, для диких уток. Для диких уток. Они у нас там прилетают туда, да, и сейчас будут потомство выводить. Я так понимаю, самовар настоящий распаливаете. Мы решили угостить в день космонавтики фактически всех по кружке чая травяным, который мы сами собираем, иван-чай и другие травы. Вот. И сейчас сделаем из колодезной воды, из своей, да, кипяток. Для этого мы берем угли, Андрюш, добавляй. Вот. И кладем их внутрь самоварчика. Таким образом создаем там А у меня бабушка в костерчик. деревне на шишках разводила. Да. тоже можно, да. Еще. А где жара будет больше? Шишечный вариант То есть очень шишечный? хороший был. Это деревня Марийская. Отдай, СССР. пожалуйста, трубу. Марийская деревня, там очень много сосен и шишек. Слав, дай, пожалуйста, трубу. А, вот, Да, вот мы берем Ставь её уникальную сюда. трубу с гиперподдувом. Все, хватит дров пока. Ставь сюда. Всё. И все, сейчас пойдет тяга через несколько секунд. Все, сейчас Я могу сказать, что вообще русский самовар – это эффект Карга. Это был термоядерный двигатель с выхлопом высокоэнергетичных частиц, на основе чего двигалось. Внутри частицы закручивались по спирали, создавая торсионное поле, и движение, так сказать, в космическом пространстве осуществлялось без выброса массы и сжигания топлива. Сейчас вот реактивные печи делают, Вот, у них тоже то есть вот вообще такой уровень. это древний инструмент, это двигатель космических Виман и Вайтман. Вот ты прям с языка снял. Я хотел сказать, может, это карго-культ, это как раз вот прообраз Виманы? Да. То есть вот эта форма, как бы загиба, вот этот угол, он не неспроста так сделан. Это для того, чтобы там действительно воздух попадал и шла вот это вот. Да, русский самовар есть вот в Разогрев такой угля. форме только у славяно-арийских народов. То есть это потомков, прибывших на космических кораблях в Гиперборею. То есть Вот именно такой. При правильной трубе можно и не раздувать, как говорится, там сапогом, как раньше раздували. Да. Она автоматически идет вот это вот подсос. Александр, В Каракалпакстане, по опыту, Александр, сколько его греть? самовары поднимали археологи, да, то они были сразу двумя функциями обладали. Первое, это можно было его ставить, а второе можно было подвесить. И когда его подвешивали, длинный носик здесь короткий, а вот так вот длинный наверх шел. На этот носик нажимаешь, и как бы он на веревочке наклоняется, да, и что происходит? Вот в чем здесь интерес этого кипятка? Дело в том, что чем длиннее струя, тем больше обогащена вода кислородом, когда идет налив в чашечку. Вот. И, так сказать, считается налитый чай от души, это именно когда чем выше струя, вот это, чем тяжелее налить, да, тем как бы больше вот обогащенная кислородом вода. Ну и она, соответственно, из кипятка сразу превращается в пригодную для питья, уже не такую обжигающую. Вот. А еще момент, Насыщенную энергетически. даже если сравнить одну и ту же воду в одно и то же время набрать и вскипятить ее на источники тепла от электричества, на источники тепла в газовой плите, и это будет уже разный вкус. А самый высший уровень это на огне. А секретов никаких нет, просто дело в спектрах излучения. И спектр природный, ближе всего к Солнцу, имеется именно у угля. Поэтому, соответственно, она ее, по сути, переструктурирует в воду. Я бы еще добавил по поводу, вот правильно, твою мысль бы продолжил, по поводу структурирования. Сергей Сухонос представлял нам красные пояса в красном спектре на светодиодах, которые лечебные. разработано. Тут то же самое, красный спектр, инфракрасный, который ионизирует воду. Мысль, да. То есть происходит ионизация воды, расщепление на водород, кислород, образуется водородная вода, которая вот клеточная вода, та, которая полезна для клетки, именно максимально усваивается. Легкая, которая хорошо проходит в межклеточное пространство. Повышает тем самым ОВП, окислительно-восстановительный потенциал. Усваиваемость воды значительно выше. Кстати, можно провести эксперимент, вот вскипятить именно на углях в нормальном самоваре, не электрическом,
воду и, скажем, вскипятить в чайнике, например, на электрической плите. Вот попробуйте вот эту воду, вы намного быстрее напьетесь. То есть вот это насыщение влагой будет из самовара намного лучше, чем из чайника электрического. Заварочки кипяточка добавим. И поставим сверху, чтобы он у нас не Кривовато остывал. у нас немножко Ну, стоит. немножко он туда наклонен, но я думаю, Не упадет. не упадет, да. Мгм. Закипятился хорошо. А он еще и поддерживается за счет. Мгм. Так, у нас такая вот деревянненькая крышечка сюда. Все, и вот сюда мы ставим. Все, Ну вот теперь по красоте будет. Да. Чтобы не упало. не должно. С чем он? Не уехал. Просто песочный или что? Ну, О, он типа манника. Все. будем наливать. Сейчас сюда заварочки нальем. Так, все, и немножко еще кипяточку для горячести, да. Так, первый готов, держи. Раз, кружечка. Ну и так, дорогие друзья, то есть видите, что у нас планов очень много. И в ближайшее время появятся свежие серии нашего такого уже длительного сериала. По-моему, у нас выпуск 20 уже вышло. О чем говорят мужчины. Соответственно, мы будем говорить и про экспедиции. Будем приглашать и вас, друзья, Да, кто считает, что очень есть интересная, важная информация. Делитесь, обращайтесь в протоисторию к Николаю. И, обязательно, если даже у него времени нет, кто-то из нас, там Вячеслав, Александр, Игорь, коллеги по протоистории, мы ваши сообщения да, будем рассматривать и обязательно приглашать тех, кто реально что-то интересное и важное. А сейчас мы отправляемся внутрь твоей замечательной фазенды и начнем говорить о том, Да, о чем говорят да, мужчины. о чем Итак, говорят вперед. мужчины. Вперед.